Для вязания мне потребуется бобина джута, толщина здесь 2 миллиметра, и крючок я возьму 4 миллиметра. У вас на экране будет краткая схема изделия, вот здесь, где будет показано, какой элемент мы делаем сейчас и каково количество этих элементов. Делаю первую воздушную петлю. Вот этот узелочек, это будет точка, куда я буду делать первый лепесток. Дальше добавляю одну воздушную, накид, возвращаю крючок в первую петлю, подхватываю рабочую нить, получается сейчас 3 петли на крючке, и эти 3 петли я провязываю вместе. Пальцами я придерживаю нитку, за этими 3 петлями вставляю туда крючок и делаю закрепку. Получается первый лепесток. Мне нужно сделать еще 2 таких лепестка. Снова делаю воздушную петлю, накид, вот в эту точку вставляю крючок, получаю снова 3 петли на крючке, провязываю их вместе и делаю закрепку. Итак, 2 лепестка я сделала. Теперь третий лепесток. Снова воздушная петля, накид, в закрепку и закрепляю, делаю третий лепесток. Итак, вот это получается начало изделия, цепочка из 3 одиночных лепесточков. Итак, дальше перехожу к вязанию первого ряда. Он будет начинаться с двойного лепестка. Делаю накид. Это получается как бы уже одна половинка лепестка. И в следующую точку, в следующую закрепку вставляю крючок, вывожу петлю. Я не буду делать слишком пышные лепестки, чтобы не получить слишком плотное изделие. Итак, вот сейчас у меня как бы двойной лепесток. Доделываю его. 3 петли вместе и закрепка. Вот, видите? Получился двойной лепесточек. Дальше будет тройной лепесток. Снова вытаскиваю немножко первую петлю, накид. Вторая ножка пойдет вот в эту точку. Раз. А третья ножка пойдет в следующую точку. 2. И все это провязываю вместе. И не забываю про закрепку. Вот он, тройной лепесток. Вот у него 3 ножки. 1, 2, 3. Дальше снова тройной лепесток. Вытаскиваю петлю, накид в одну ножку и в следующую. И все это вместе. Вот так. Дальше будет разворот. Вот эта точка будет являться поворотной точкой изделия. И сюда я дальше сделаю двойной лепесток. Смотрите. Вытаскиваю нить, накид в точку и делаю двойной лепесток. Не забываю про закрепку. Вот так. И добавляю в эту точку опять сюда и вот сюда. То есть получается тройной лепесток. Снова вытаскиваю петлю, накид, в уголочек, накид, в следующую точку 3 петли. Здесь уже не 3 петли, здесь уже 5 петель. Их провязываю вместе, получаю тройной лепесток. Вот он получается уголочек. Если вы посмотрите на него внимательно, из него выходит 1, 2, 3, 4. 4 лепестка. И для этого изделия это верно. Продолжаю дальше вязать тройными лепестками до следующего уголочка. Итак, снова вытаскиваю петлю, накид в одну точку, накид и в следующую точку. И все это вместе провязываю.
Не забываю про закрепку. И еще один раз. Накид, второй лепесток, накид. Вот сюда теперь делаю третий лепесток, и все это опять вместе. И опять не забываем про закрепку. Итак, вот эта точка в этом случае будет опять-таки разворотной. Сюда сделано 1, 2, 3. Для разворота в первом ряду нужно, чтобы было 4, да? Поэтому сюда я делаю тройной лепесток. Итак, смотрите, вытаскиваю немножко петлю, накид в эту точку, 1, накид, и вот она, точка, смыкающая и завершающий ряд. Она была вершинкой самого первого двойного лепестка. Сюда вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, все петли на крючке провязываю вместе и делаю закрепку. И вот такой получается первый ряд с разворотом, но в разворотах здесь по 4 лепестка в углу, да, 1, и вот второй разворот точно такой же. Перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд начинаю снова с двойного лепестка. Немножко вытаскиваю петлю, накид, и в следующую точку вставляю крючок. 3 петли на крючке провязываю вместе, делаю закрепку, это получается двойной лепесток. Дальше работаю тройными лепестками до точки разворота. Итак, 1, 2, 3. Закрепка. Первый тройной лепесток. 1, 2, 3. Второй двойной лепесток. И снова 1, 2, 3. Вот я делаю вершинку уже, да, в разворотную точку. Вот она. Теперь из этой точки, из точки разворота у меня выходит 4 лепестка. 1, 2, 3, 4. А нужно во втором ряду, чтобы выходило 6. Итак, я делаю сначала двойной и добавляю, да, закрепку. Теперь выходит 5 лепестков. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепестков выходит. И значит я делаю тройной лепесток. 1, 2, 3. И все это провязываю вместе. Не забываю про закрепку. Вот получается лепесток из 6. Дальше снова работаю тройными лепестками. 1, 2, 3. Закрепка. И снова 1, 2, 3. Закрепка. Вот это будет точка разворота. Вторая. Снова делаю 1, 2, 3. Закрепка. Дохожу вот до этой точки и считаю 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепестков из нее выходит. Нужно, чтобы было 6. Добавляю, значит, тройной, чтобы сделать одновременно и соединение с этим рядом. 2. И вот сюда в начальную вершинку делаю 3. И закрепка. Второй ряд на этом закончен. Изделие уже можно сложить вот в такую рукавичку. Смотрите, да? Дальше я предлагаю повесить маркеры на центральные вот эти вот петли, для того, чтобы точно знать, в какую петлю нужно делать
поворот. Так, беру маркеры и вешаю их вот на этот уголочек и вот на этот тоже уголочек. Перехожу к вязанию третьего ряда. Третий ряд опять начинается с двойной петли. Вытаскиваю петлю повыше, накид, три петли на крючке, провязываю вместе и делаю закрепку. Опять повыше, накид, раз, дальше будет тройной, да? Третий лепесток и все это вместе. И снова делаю закрепку. Работаю тройными лепестками. Снова раз, два, три, 4, 5 и все это вместе. И закрепка. И снова раз, два, три и закрепка. Почти я дошла до разворота. И опять раз, два и три. И закрепка. Опять я выполнила тройные лепестки. И здесь в эту точку, в точку разворота, в этом ряду опять должно быть 6 лепестков. Поэтому снова сначала делаю двойной. Второй лепесточек добавляю. Все это провязываю вместе, закрепка. И дальше работаю тройными лепестками по обратной стороне. Да? Раз. В эту же точку опять там, где маркер. Два. И тройной опять. Все это вместе. Так. Снова тройной. Раз, два, три. И все это опять вместе. И еще раз тройной. Раз, два. Так. И все это опять вместе. И еще раз. Раз, два, три. И все это опять вместе. Так, дохожу опять до последнего, второго разворота. Сюда считаю сделано раз, два, три, четыре. Да? Здесь 4. Делаю снова тройной лепесток. Раз. И вот в эту вершинку. 2. Все это вместе. Так, тройной лепесточек готов. Считаю 1, 2, 3, 4, 5 и завершаю ряд тройным лепестком, который соединит вязание с началом ряда. Итак, снова вытаскиваю накид, вершинку, раз, накид и в начало ряда и делаю закрепку. Смотрите, 3 ряда готово. Можно сложить уже вот в такую лодочку. 4-й ряд. Снова развешиваю маркеры по углам. Их здесь видно, да? Складываете вот так лодочкой и видно вот эти углы. Возьму еще 3-й маркер. Его я повешу на начало. Смотрите. Начинаю ряд, как всегда, с двойного. Вытаскиваю петлю, накид в следующую точку и делаю закрепку. И вот на вершинку этого лепестка я повешу еще 1 маркер. Дальше работаю тройными лепестками до угла. Первый тройной. Второй тройной.
третий тройной, четвертый тройной, пятый, дохожу до угла, считаю 1, 2, 3, 4. 4 лепестка из угла, нужно 6, значит дальше делаю двойной. 1, и вот он 2. Так, снова считаю, да? 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 5. И дальше работаю тройными до следующего угла. Снова 1, вот в эту точку. Третий. Так. Первый тройной. Второй тройной. Третий тройной. Четвертый тройной. Пятый тройной. Шестой. Дохожу опять до угла, смотрите. Считаю 1, 2, 3, 4, 5. Вот он угол, значит сюда нужно сделать еще шестой лепесток. И вот она вершинка, которую мы отмечали, которая была началом этого ряда. Заканчиваю этот ряд снова тройным лепестком. 1, 2 и 3. И делаю закрепку. Так, четвертый ряд готов. Опять складываю в лодочку, смотрю, что все красиво. Дальше я буду вязать трубой, то есть я перестаю обращать внимание на углы, и весь мой ряд будет состоять практически из одних тройных лепестков. Смотрите, как же будет. Начало снова, как всегда, с двойного, это все неизменно. Так. Вешаю маркер на вершинку этого двойного лепесточка. И дальше работаю тройными по кругу. 1 и закрепка. 2 и закрепка. 3 закрепка. 4 закрепка. 5 закрепка. 6 закрепка. На уголочек не обращаю внимания в этом ряду. 7 закрепка. 8 закрепка. 9 закрепка. 10 закрепка. 11 закрепка.
12. Закрепка. Дохожу я до начала ряда. Вот он, маркер, отмечающий начало ряда. Здесь остается одна вершинка, куда вообще не сделано ни одной петли. И вот предыдущая вершинка. Заканчивается этот ряд четверным. Смотрите. Один лепесток есть, второй, третий, вот сюда это уголочек, и четвертый в начальную вершинку. И все это провязываю вместе. Это получается 5-й ряд. Все остальные ряды я вяжу точно так же трубой, то есть не обращая внимания на углы до большого пальца. То есть рукавичку в этом случае я вяжу от носка в противоположную сторону. Здесь будет один небольшой совет. Каждый раз вешайте маркер на первую вершину двойного лепестка, для того, чтобы вам просто не сбиться. Это очень упрощает вязание этим узором и ускоряет и предотвращает от ошибок. Трубой я вяжу до 8-го ряда, то есть это так, как я вязала 5-й ряд. Вот смотрите, что получается. Здесь можно сделать небольшую примерочку. Ну, вроде все хорошо. И дальше мне нужно сформировать отверстие для пальчика. Сниму маркер сначала. И как будет делаться отверстие? Я делаю одинарный лепесток. И вешаю на него маркер. Дальше добавляю еще один одинарный лепесток. После 2 одинарных будет двойной. Итак, делаю сначала первый лепесток. Здесь я их сделаю поплотнее, потому что здесь будет отверстие. И дальше смотрите, куда делаю вторую ножку этого лепестка. Я считаю от начала. 1, 2, 3, 4. И вот она вершинка. И вот в эту вершинку делаю вторую ножку этого двойного лепестка. И закрепку. Вот так должно получиться. И дальше продолжаю вязать этот ряд тройными лепестками. Вытаскиваю петлю, накид, 1, 2, первый тройной. Снова вытаскиваю, снова накид, 1, 2 и второй тройной. Третий тройной. Четвертый тройной. Пятый тройной. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И вот остается последний лепесток. Я дохожу до начала, до маркера. И сюда делаю четверной. 2, 3. И вот в эту точку, отмеченную маркером, делаю четвертый. И все это опять провязываю вместе. Вот так.
Это был 9 ряд, и дальше 10 ряд будет аналогичен всем тем рядам, которые я вязала трубой. Да? Начинаю с двойного, как всегда. Переставляю маркер на начало, на эту вершинку, потому что так проще сориентироваться. И работаю тройными лепестками, пока не дойду до маркера, и там сделаю четверной. Но это все мы уже делали. В этом ряду тройных лепестков получилось 11. Это на 1 меньше, чем в предыдущих вот рядах, которые мы вязали до формирования пальчика. Заканчивается этот ряд тоже четверным лепестком, как и все предыдущие ряды. Да. Так, снимаю маркер. И добавлю еще несколько таких же рядов трубой, для того, чтобы сформировать вот эту часть рукавички. Связала я 4 ряда трубой после того, как сформировала пальчик. Можно посчитать по горизонтальным вот этим вот полосам, да, вот 1, 2, 3, 4, и вот 5-я полоса, которая завершает 4-й ряд. И дальше добавлю еще цепочку из воздушных петель. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 воздушных петель. Привязываю эту цепочку к началу. Это будет веревочка. Вытаскиваю ниточку. Обрезаю. Увожу хвостик на изнанку. И там его прячу. Здесь можно добавить еще несколько узелочков, чтобы хвостик точно никуда не выскочил. И вот такая варежка-рукавичка получилась у меня. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.